комнате воцарилась полная тишина, а затем Тэхён разрыдался из-за того, что подарил ему Чингук. Еще несколько секунд назад здесь было шумно. Смех, подшучивание, привычный хаос, который следовал за BTS, куда бы они ни шли. Тэхён стоял в центре, вежливо улыбаясь, принимая шутки и небольшие подарки со своей обычной теплотой. Все казалось нормальным. Слишком нормальным. Затем Чингук шагнул вперед. Он не сказал многого. Никаких шутливых комментариев. Никакой ухмылки. Только спокойный взгляд, от которого остальные один за другим замолчали еще до того, как подарок перешел из рук в руки. Что-то ощущалось иначе. Тэхён тоже это заметил. «Почему ты такой серьезный?» Мягко рассмеялся он, пытаясь разрядить обстановку. Но Чингук только покачал головой и протянул ему коробку. В ту секунду, когда Тэхён открыл ее, его улыбка застыла. Внутри не было ничего броского или дорогого. Это было что-то личное, глубоко личное. То, что мог помнить только Чингук. То, что было связано с моментом, который, как думал Тэхён, все давно забыли. Комната полностью замерла. Руки Тэхёна задрожали. Он попытался отшутиться, часто моргая, но голос подвел его. Его плечи опустились, и прежде чем кто-то успел его остановить, слезы покатились по щекам. «Я не думал, что ты помнишь об этом», – прошептал он. Чингук наконец заговорил, его голос был тихим, но уверенным. «Я никогда не забывал». О боже, камеры продолжали снимать. Никто не прерывал их. Остальные участники молча наблюдали, понимая, что становятся свидетелями чего-то искреннего, чего-то настоящего, что невозможно прописать в сценарии или спланировать. Тэхён закрыл лицо руками, не в силах сдержать эмоции, и Чингук без колебаний подошел ближе. В тот момент это не были BTS, иконы мирового масштаба. Это были просто два человека, стоящие в тихой комнате, связанные воспоминаниями, которые были слишком тяжелы, чтобы и дальше скрывать их. И все понимали, это был не просто подарок. Это было признание без слов. Тэхён пытался дышать ровно, но в груди давило. Предмет в его руках весил гораздо больше, чем должен был, не из-за своего физического веса, а из-за того, что он олицетворял. Много лет назад, в один из самых трудных периодов, Тэхён упомянул об этом лишь однажды поздно ночью. Никаких камер, никакого персонала, только изнеможение и честность, просочившиеся сквозь трещины в броне. Тогда он посмеялся над этим, отмахнувшись, будто это не имело значения. Но Чингук слушал. «Я думал, ты забыл», – тихо сказал Тэхён, его голос все еще дрожал. «Я думал, это не важно». Чингук снова покачал головой. «Ты сказал это, когда тебе было больно», – ответил он. «Поэтому это стало важным для меня». Остальные участники переглянулись. Они не вмешивались, но и не могли отвести взгляд. Это не было выступлением. Не было сценария, не было шутки, чтобы смягчить момент. Тэхён вытирал слезы, пытаясь обрести самообладание, но эмоции продолжали нахлынывать. «Ты не представляешь, как много это значит», — признался он. «Я даже не знал, что мне это нужно до этого момента». Чингук слабо улыбнулся, испытывая облегчение, и сам едва сдерживал чувства. «Я просто хотел, чтобы у тебя было что-то, что напоминало бы тебе, тогда ты не был один. И ты не один сейчас». Именно в этот момент Тэхён окончательно сломался. Он сделал шаг вперед и крепко обнял Чингука, прижавшись лицом к его плечу. В комнате стояла тишина, из уважения к ним. Никаких криков, никаких подколок. Только понимание. В какой-то момент один из участников наконец прошептал: «Вот почему мы все еще вместе». Камеры со временем вернулись к работе. Вернулся смех, но что-то изменилось, потому что каждый в той комнате знал, этот подарок был рожден не просто из дружбы. Он был рожден из памяти, верности и связи, построенной в те моменты, которые мир никогда не должен был увидеть. И для Тэхёна это значило все. Объятие длилось дольше, чем кто-либо ожидал. Когда они наконец отстранились друг от друга, Тэхён издал неровный смешок, смущенный слезами, но не в силах скрыть, как глубоко он был тронут. Он продолжал смотреть на подарок, поглаживая его пальцами, словно боясь, что тот может исчезнуть. «Ты помнишь ту ночь?» – тихо спросил Чингук. Тэхён замер.
Конечно, он помнил. Это было много лет назад, после долгого графика, после того, как в сети накопилось много критики, когда усталость наконец победила. Тэ сидел один, глядя в пустоту, убежденный, что должен быть сильным, даже когда чувствовал опустошенность. Тогда он не плакал. Он не жаловался. Он сказал лишь одну фразу, почти в шутку. «Интересно, заметит ли кто-нибудь, если я исчезну на время?» Он и подумать не мог, что кто-то воспримет это всерьез. Но Чингук воспринял. «Я не спал после этого», — продолжил Чингук, его голос был едва громче шепота. «Я все думал о твоих словах. Я не знал, как помочь тебе тогда, поэтому пообещал себе, что запомню это». В комнате стало еще тише. Тэхён тяжело сглотнул. «Я не знал, что ты носишь это в себе», — признался он. «Я даже не помнил, что говорил это». «В этом все и дело», — ответил Чингук. «Ты забываешь слова, которые говоришь, когда тебе больно. Но люди, которым ты дорог, не забывают». Глаза Тэ снова наполнились слезами, на этот раз быстрее. Он кивнул, не в силах говорить. Годами фанаты гадали об их связи, взаимных взглядах, тихих жестах, моментах, которые казались слишком глубокими, чтобы их можно было объяснить. Но это выходило за рамки того, что когда-либо фиксировали камеры. Это было про выживание, про то, как заметить человека, когда он находится на грани срыва. Один из участников наконец откашлялся, пытаясь разрядить обстановку. «Вы двое заставите всех плакать», — мягко пошутил он. Но никто не засмеялся сразу, потому что теперь все понимали. Этот подарок был не о настоящем, он был о прошлом, которое Чингук отказался забыть, и о будущем, которое он молча защищал. Тэхён наконец заговорил, его голос был ровным, но эмоциональным. «Спасибо, что увидел меня, даже когда я не просил об этом». Чингук один раз кивнул, всегда. И в тот момент, как позже скажут фанаты, казалось, что мир замер на несколько долгих секунд. Никто не шевелился. Обычно такие моменты прерываются смехом или шуткой, чтобы снять напряжение. Но на этот раз даже BTS не знали, как прервать то, что только что произошло. Намджун первым отвел взгляд, сжав губы, словно пытаясь справиться с собственными чувствами. Чимин часто моргал, его глаза блестели. Юнги смотрел в пол, скрестив руки, осознавая тяжесть воспоминания, которые только что открыл Чингук. Джин медленно выдохнул, кивая самому себе, будто наконец понял что-то, что никогда не произносилось вслух. Это не было неловким молчанием. Это было уважение. Тэхён стоял молча, все еще прижимая к себе подарок, его эмоции наконец улеглись. Слезы высохли, но выражение его лица изменилось, оно стало мягче, светлее, словно с его груди сняли тяжелый груз. «Я не знал, что кто-то заметил», — сказал он, сам нарушив тишину. «Правда не знал». Чингук ответил без колебаний, «Я всегда замечаю». Именно тогда настроение в комнате полностью изменилось. Чимин шагнул вперед первым, снова обняв Тэхёна. «Тебе нельзя исчезать от нас», — тихо сказал он, наполовину в шутку, но совершенно искренне. Один за другим участники подошли ближе. Не для камер, не для фанатов, а для него самого. На короткий миг BTS были повернуты не к миру, а друг к другу. Позже фанаты будут пересматривать этот клип снова и снова, замечая детали, о которых никто не говорил. То, как Чингук постоянно поглядывал на Тэ, проверяя, все ли с ним в порядке. То, как Тэхён оставался рядом с ним после этого. То, как шутки участников звучали нежнее, чем обычно. Арми скажут, это ощущалось иначе. И они будут правы. Потому что иногда самые мощные моменты BTS — это не шумные шоу. Это те тихие моменты, где любовь проявляется без аудитории, где забота доказывается без слов, и где один подарок говорит обо всем, что никогда не произносилось вслух. За окном мягко пошел снег. Маленькие белые хлопья медленно падали, прилипая к стеклу, как тихие напоминания о том, что год действительно подходит к концу. Внутри комнаты мягко мерцали огни, отражаясь в украшениях и оберточной бумаге, разбросанной по полу. Тэхён все еще держал блокнот. Он прикрывал его рукой, словно боясь, что, если он отпустит его, этот момент исчезнет. Чингук стоял рядом с ним, засунув руки в рукава худи.
«Я тут думал», — тихо сказал Чингук. «Этот год научил меня кое-чему». Тэхён поднял взгляд. Тому, что как бы сильно мы не выглядели со стороны, нам все равно нужен кто-то, кто напомнит нам, что мы справляемся. Тэхён медленно кивнул. Так вот, продолжил Чингук, давай дадим обещание. Остальные участники посмотрели на них. Чингук протянул мизинец. «Всякий раз, когда на душе станет тяжело, — сказал он, — мы больше не будем держать это в себе». Тэхён слабо улыбнулся. «Больше никакого притворства, что все в порядке», — добавил он. «И никакой улыбки через силу», — подхватил Чингук. Тэхён сцепил свой мизинец с мизинцем Чингука. «Обещаю», — тихо сказал он. Чимин улыбнулся. «Так мы теперь делаем это правилом группы». Чингук кивнул. «Похоже на то». Джин поднял руку. «И кто нарушит правила, тот покупает еду на всех». Они рассмеялись мягким, тихим смехом. Но обещание осталось. Обещание, данное не для камер, не для фанатов, а друг для друга. Под рождественскими огнями 7 человек пообещали защищать 7 сердец. И почему-то это казалось самым важным подарком из всех. Утренний свет медленно просочился сквозь шторы. Рождественские украшения все еще тускло светились, хотя ночь уже прошла. Оберточная бумага была разбросана по полу, на столе стояли пустые чашки, и во всем чувствовалось спокойствие и мир. Тэхён проснулся первым. Он посидел на диване какое-то время, а затем потянулся за темно-синим блокнотом, который подарил ему Чингук. Он открыл случайную страницу. «Даже в те дни, когда ты не чувствуешь себя сильным, ты сильный». Он улыбнулся. Не на камеру, по-настоящему. На кухне Чингук варил кофе, все еще в своем худи, с растрепанными волосами и полусонными глазами. Тэхён подошел к нему. «Доброе утро», — тихо сказал Чингук. «Доброе утро», — ответил Тэхён. Какое-то время они просто стояли рядом. Затем Тэхён тихо произнес: «Я прочитал твой блокнот». Чингук слегка замер. «Уже?» Тэхён кивнул. Это помогло. Чингук с облегчением улыбнулся. Из-за их спин выглянул Чимин. «Ну что, мы все еще на эмоциях или уже можно поесть?» Все рассмеялись. Намджун потянулся. Новый год, новые правила. Больше никто не несет все в одиночку. Джин схватил тарелку. «И побольше еды». Они собрались за столом, уставшие, взъерошенные, теплые и настоящие. И на этот раз никто не плакал. Они просто улыбались, потому что знали, что бы ни принес следующий год, они встретят его вместе. 7 сердец, одно обещание и Рождество, которое тихо изменило все. Спустя несколько недель, когда рождественские украшения давно убрали, а графики снова стали плотными, Тэхён сидел один в зале ожидания перед репетицией. В комнате было тихо. Он залез в сумку и вытащил темно-синий блокнот. Он открыл новую чистую страницу и впервые написал в ответ: «Сегодня был утомительный день, но я вспомнил твои слова. И я не сдался». Он сделал паузу, а затем добавил еще одну строчку: «Спасибо, что остаешься рядом». В ту же ночь Чингук получил фотографию на телефон. Это был снимок страницы из блокнота, без подписи, без объяснений. Только слова. Чингук долго смотрел на экран. А потом улыбнулся. Не для камер, не для кого-то другого, а просто тихо, про себя. Потому что некоторым обещаниям не нужно быть громкими. Некоторым моментам не нужно быть увиденными. А некоторые Рождества меняют все навсегда. Прошли месяцы. Графики стали плотнее. Сцены больше. Мир стал громче. Но некоторые вещи тихо оставались прежними. Тэхён по-прежнему носил блокнот в сумке. Перед выступлениями он иногда открывал его на случайной странице всего на пару секунд, а затем снова закрывал, словно напомнив себе о чем-то важном. Чингук это замечал. Он никогда ничего не говорил. Он просто становился чуть ближе на сцене, чуть дольше удерживал зрительный контакт и первым улыбался. Однажды вечером, после долгой репетиции, Тэхён наконец заговорил. «Знаешь», — тихо сказал он, — «твой блокнот, он действительно изменил мои дни». Чингук выглядел удивленным. «Правда?» Тэхён кивнул. «Он научил меня быть добрее к самому себе». Чингук улыбнулся. «Значит, оно того стоило». Они постояли так мгновение. Без драмы, без лишнего шума.
Просто два человека, которые понимают друг друга без слов. И где-то между всеми этими огнями, шумом и аплодисментами остается простая истина. Некоторые подарки не приходят в коробках. Они приходят в словах, в присутствии и в верности. И они длятся дольше, чем любое время года. Это Рождество никогда не попадало в заголовки газет. Оно не было прописано в сценарии. Оно не предназначалось для того, чтобы стать вирусным. Но оно тихо что-то изменило. Потому что с той ночи Тэхён стал ходить с чуть большим миром в душе, Чингук стал улыбаться с чуть большей уверенностью, а BTS стали стоять друг за друга с чуть большим пониманием. Не потому, что они были идеальны, а потому, что они решили оставаться друг для друга опорой. И, возможно, в этом и заключается истинный смысл Рождества. Не в огнях, не в подарках и не в шуме, а в том моменте, когда кто-то смотрит на тебя и говорит: «Ты важен, и ты не один».